Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько новостей, которые заставляют задуматься. Министр труда Бирбель Бас продвигает реформу пособия Бюргергельд, но эксперты уже видят в проекте сразу несколько спорных моментов, которые могут повлиять на миллионы людей. И это только начало. Цены на мясо продолжают расти, а стадо крупного рогатого скота сокращается так быстро, что это уже ощущают в супермаркетах. При этом Германия готовится к празднованию Дня немецкого единства, где в каждом крупном городе пройдут концерты, выставки и крупные события. А в Берлине, кстати, откроются двери министерств и представителей земель. В то же время автомобильная отрасль предупреждает правительство о рисках прекращения льгот для электромобилей, а европейские производители алюминия бьют тревогу из-за экспорта лома в Соединенные Штаты Америки. И, конечно, бурные события продолжаются в Бундестаге. Канцлер Фридрих Мерц сделал важное заявление о социальной и энергетической политике, а правительство уже планирует приобретение современных истребителей Eurofighter для обороны страны. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить все детали этих событий, ведь впереди еще больше интересного. Итак, социальный исследователь Андрес Хёрте раскритиковал новый проект реформы пособия Бюргергельд, который продвигает министр труда Бирбель Бас. По его словам, в документе сразу 3 серьезные ошибки. Первое. Ставка на жесткие наказания. Планируется полностью лишать выплат тех, кто откажется от предложенной работы. Но Хёрти отмечает, таких случаев всего около 0,5%, и они слишком разные, чтобы решать все одной мерой. Вторая ошибка – игнорирование проблем тех, кто хочет работать, но не может. Это болезни, нехватка квалификации или семейные обстоятельства. Для таких людей нужна, наоборот, поддержка, а не санкции. И третья ошибка – это сама подготовка закона. Все решения принимаются политиками наверху, без участия экспертов и специалистов на местах. В итоге реформа рискует остаться больше политическим жестом, чем реальной помощью. Хёрте предупреждает, если проект не доработать, он может оказаться пустой декларацией и не изменить ситуацию к лучшему. А теперь внимание, дальше еще острее. Цены на говядину в Германии продолжают быстро расти. Стоимость мяса молодого быка при убойных ценах превысила 7 евро за килограмм. Это около 50% роста по сравнению с летом 2023 года. При этом покупательские цены на мясных магазинах и супермаркетах еще выше. Килограмм качественного стейка уже стоит от 40 до 50 евро. Одна из основных причин – значительное сокращение поголовья крупного рогатого скота. По данным статистики и отраслевых объединений, за последние годы стадо уменьшилось, внимание, с 12,6 миллиона голов в 2015 году до 10,3 миллиона в мае 2025. Эксперты называют несколько факторов снижения. Это закрытие ферм, отсутствие преемников, кстати, у фермеров, и растущие затраты на содержание и сложности с нормативами. Сокращение поголовья наряду с заболеваниями усиливает это давление на предложение, что и ведет к резкому росту цен. И это только начало. Города Германии готовятся к празднованию Дня немецкого единства 3 октября с концертами, официальными мероприятиями и богослужениями. Федеральные торжества будут проходить в Саарбрюкене, где со 2 по 4 октября пройдут выставки, культурные программы и праздничные акции. В Котбусе организуют праздничное мероприятие в Большом зале Государственного театра, а в Потсдаме в этот день откроется выставка, посвященная истории Объединенной Германии. По словам председателя Бундесрата Дитмара Войтке, экспозиция отражает идею единства и развития. Также в Потсдаме запланирована праздничная концертная вечер в церкви Святого Николая на Старом рынке в 19:00. А вот в Бранденбурге на Хафеле день начнется с торжественного мероприятия в соборе. Наряду с такими вот официальными событиями во многих городах пройдут музыкальные концерты, художественные акции и фестивали. В Берлине откроют двери представителей земель, граждане смогут посетить, кстати, министерства и дипломатические представительства. Следующая тема заставляет многих задуматься. Ассоциация автомобильной промышленности Германии напомнила правительству Фридриха Мерца о коалиционных договоренностях и потребовала продлить налоговые льготы для электромобилей. Сейчас действует освобождение от транспортного налога, предусмотренного только до конца 2025 года. Если решение не изменится, новые электромобили с 2026 года будут облагаться налогом. Глава ассоциации Хильдегард Мюллер предупредила, отмена льгот подорвет стимулы для покупателей и серьезно замедлит переход на электрический транспорт, включая не только легковые, но и коммерческие автомобили. Министерство финансов сообщает, что продление освобождения от налога действительно рассматривается сейчас.
Как отметил представитель ведомства Ларс Клинвальд, тема будет обсуждаться в рамках начавшегося автодиалога, где правительство и производители, кстати, совместно ищут решения для поддержки автомобильной отрасли. Но это еще не главный поворот событий. Европейская алюминиевая отрасль выражает серьезную озабоченность из-за экспорта алюминиевого лома в Соединенные Штаты Америки. По словам бизнесменов, эти поставки становятся чистым безумием, поскольку они подрывают позиции производителей в самой Европе. Сами производители подчеркивают, что лом – это ценный ресурс, который можно многократно перерабатывать с малыми затратами энергии. Европейские технологии переработки алюминия считаются, кстати, передовыми, однако некоторые заводы уже простаивают из-за нехватки сырья. Дилемма усугубляется еще тем, что в Соединенные Штаты Америки на алюминий наложены пошлины, внимание, до 50%, но экспорт алюминиевого лома облагается всего лишь 15%. Такое льготное отношение создает финансовый стимул именно для экспорта лома за океан. Один из лидеров отрасли, Роб Ван Гильс, выступил с предупреждением. Без ограничений на экспорт лом может просто исчезнуть с европейского рынка. Он называет ситуацию арбитражной игрой, когда лом продается туда, где его перепродают с большей прибылью за счет тарифной разницы. В ассоциации призывают Еврокомиссию ввести запрет на ограничения на вывоз алюминиевых отходов. При отсутствии действий европейская индустрия рискует утратить ключевые производственные мощности и стать полностью зависимой от импорта первичного алюминия с гораздо более высоким углеродным следом. И теперь перехожу к ключевым событиям, обратите на это внимание. В Бундестаге разгорелись бурные дебаты во время выступления канцлера Фридриха Мерца. Его речь несколько раз прерывалась выкриками из зала, что заставило председателя парламента Юлию Клёкнер вмешаться и призвать депутатов соблюдать порядок. Она подчеркнула, что уважение к докладчику является основой парламентской дискуссии. Мерц поблагодарил Юлию Клёкнер за поддержку и заметил, что выдержит любые нападки. По его словам, реакция оппонентов в зале порой говорит больше, чем их официальное выступление. В своей речи канцлер сделал акцент на энергетической политике. Он выступил за так называемую технологическую открытость, использование различных решений, включая газовые станции, системы модернизации технологий захвата углекислого газа. При этом Фридрих Мерц раскритиковал партию «Зеленых», заявив, что их политика слишком часто блокировала необходимые решения. Канцлер напомнил, что многие спорные инициативы были одобрены еще в прошлом, но из-за сопротивления долгое время не реализовывались. Он подчеркнул, что Германия должна искать лучшие и чистые решения для энергосистемы без идеологических ограничений. Помимо энергетики, Мерц затронул также и социальную сферу. Он указал на необходимость реформ того же пособия Бюргергельд и обозначил планы по развитию инфраструктуры и внутренней политики страны. А вот следующая новость показывает всю серьезность в подходе к оборонной стратегии Германии. Правительство канцлера Фридриха Мерца, внимание, намерено приобрести 20 современных истребителей Eurofighter для нужд электронного противодействия. Согласно внутренним документам, стоимость сделки составляет около 4 миллиардов евро. Планируется, что первый самолет будет поставлен в 2031 году, а остальные до 2034 года. Заключение контракта с производителем Airbus Defence ожидается в середине октября, после получения одобрения парламента, которое считается почти гарантированным. Финансирование закупки полностью предусмотрено в федеральном бюджете на 2025 год. Истребители Eurofighter предназначены для подавления вражеских систем ПВО, они оснащены современным радаром и системой самозащиты, использующей искусственный интеллект для реагирования на угрозы. Кроме того, в рамках проекта планируется поставка еще 52 двигателей и обеспечение производства необходимыми комплектующими. Ожидается, что эксплуатационные расходы на одно воздушное судно составят около 7,5 миллионов евро в год. Если информация была полезна, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.